Как дела? Несколько дней назад в социальных сетях начал распространяться слух, который привлек много внимания, но на самом деле это ложь. Все началось с того, что некоторые люди утверждали, будто в одном из видео фанатка утверждала, что знает о секретной татуировке Чонгука, они утверждали, что это было нечто, о чем больше никто не знал. Естественно, это вызвало большой переполох, ведь в фандоме все новое или загадочное мгновенно распространяется. Проблема в том, что этого комментария не было, на самом деле кто-то взял оригинальное видео, смонтировал его и добавил фальшивые субтитры. Таким образом, создалось впечатление, что фанатка говорит о скрытой татуировке на ноге Чонгука, но если посмотреть полное видео без каких-либо нарезок или монтажа, то станет понятно, что ни одна татуировка не упоминается. Многие фанаты, особенно фанаты с одинаковыми именами, склонны выдумывать истории, которых не существует, они делают это, нарезая видео, намеренно искажая перевод или добавляя фразы, которые никогда не произносились. И, конечно же, когда кто-то видит только отредактированную версию, он может поверить в ее реальность, поэтому всегда важно пересмотреть видео полностью, прежде чем делать поспешные выводы. В данном случае циркулируют два видео. В первом Джикуки помечает красным флагом, говоря, что фаворит раскрыл тайну татуировки Чонгука на ноге, а Тэхён даже не знал об этом. У Чонгука нет татуировки на этой части тела, не говоря уже о том, чтобы фаворит говорил об этом. Само видео представляет собой простое интервью, где они спрашивают Чонгука, какая у него любимая песня и какая его любимая еда, вот и все. Нет никакого секрета, никакой татуировки, ничего общего с тем, что выдумывает Джикуки. И вот что самое странное, многие предпочитают цепляться за выдуманную версию, как будто они скорее поверят в то, чего нет, чем примут то, что происходит на самом деле. Хуже всего то, что это в конечном итоге порождает слухи, которые, кажется, невозможно развеять. Более того, эти выдумки всегда пытаются вставить фаворита в сцены с Чонгуком, как будто между ними что-то есть. Но правда в том, что эти отношения всего лишь фантазия, то, что действительно существует, видно в тысячах моментов, это близость между Чонгуком и Тэхёном. Тэкук – это что-то настоящее, потому что эти двое на протяжении многих лет демонстрировали настоящую связь, совместные поездки, личные разговоры, доверительные взгляды, жесты, которые говорят сами за себя. Никто ничего не выдумывает, это есть у каждого, кто хочет это увидеть. Тем временем Чонгуки тратят время, вырезая сцены, чтобы придать им смысл, которого у них никогда не было, и в конце концов все, чего они добиваются, это запутывание и разделение фандома. Вместо того, чтобы сосредоточиться на своих талантах или достижениях, они создают бесконечные споры. Печально то, что это происходит не один раз, это происходит постоянно. Время от времени появляется новое разоблачительное видео, в котором, как они утверждают, Айдол и Чонгук сказали или сделали что-то скрытое, и результат всегда один и тот же – смонтированные видео, выдуманные переводы и истории, которые существуют только в их головах. В последнее время зеленый и фиолетовый цвета стали предметом многочисленных обсуждений, особенно потому, что они являются синонимами Тэхёна. Если вы обратите внимание, то часто увидите Чонгука и Тэхёна в этих цветах, будь то одежда, аксессуары или мелкие детали, не только потому, что они привлекают внимание, но и потому, что они имеют для них особое значение. Начнем с зеленого. Этот цвет всегда был синонимом Тэхёна, потому что это его любимый. Зеленый – не просто какой-то цвет. Зеленый символизирует спокойствие, свежесть, что-то естественное и подлинное. Он идеально подходит Тэхёну, поскольку передает это, его фирменную творческую и спокойную ауру. Фиолетовый имеет более сильное влияние. Все знают знаменитую песню «I Purple You». Фиолетовый – последний цвет радуги, символизирующий доверие и нерушимую близость. С тех пор фиолетовый стал больше, чем просто цветом, он стал символом любви и единства между BTS и ARMY. И здесь на сцену выходит Чонгук. Его часто можно увидеть в фиолетовом, не только чтобы поприветствовать ARMY, но и в знак уважения к Тэхёну. Ведь если этот цвет символизирует любовь и доверие, то в этом нет ничего плохого, неудивительно, что Чонгук постоянно выбирает его. Это своего рода способ сказать своим фанатам и Тэхёну «я здесь».
Его также видели в зеленом, любимом цвете Тэхёна, и вот что интересно, когда кто-то так часто носит цвет, который стал частью чьей-то личности, это не совпадение. Более того, у Чонгука есть браслет с зелеными и фиолетовыми бусинами, простая, но очень символичная деталь. Этот браслет можно интерпретировать двояко, как жест привязанности к армии, а также как явный знак его чувств к Тэхёну. Несколько раз Тэхён и Чонгук носили красное и синее. На первый взгляд это кажется простой деталью гардероба, но для многих это не так. Во время визита к гадалке им сказали, что один из них – огонь, а другой – вода. Это связано с красным и синим цветами, поскольку они представляют собой противоположные, но дополняющие друг друга элементы. Это как сказать, что, несмотря на их различия, вместе они создают баланс. Все это указывает на нечто важное. С Тэхёном ничто не кажется импровизацией. Цвета, которые они носят, аксессуары, жесты, которыми они обмениваются, все это усиливает их связь, им не нужно выдумывать истории или создавать фальшивые сцены, как это делает Джикук при монтаже видео. Связь Тэхёна и Чонгука очевидна в повседневной жизни, в мелких деталях, которые, если сложить их вместе, открывают нечто гораздо большее. Главное, ничего не принуждать, моменты Тэхёна существуют, не отредактированные или сфальсифицированные. Когда Чонгук носит зеленое или фиолетовое, когда он появляется с этим браслетом, когда они с Тэхёном сочетают красный и синий, не нужно об этом думать, это явные признаки их связи. На протяжении многих лет эта связь остается очевидной, она не опирается на слухи или выдуманные переводы, а на факты, которые видит каждый. И именно это делает Тэхёна таким популярным, его работы всегда кажутся настоящими, без ненужного приукрашивания. Отношения Тэхёна и Чонгука были темой для обсуждения годами, не только среди тех, кто внимательно следит за их жизнью, но и среди тех, кто внимательно наблюдает за их поведением вместе. Им не нужно называть то, что их объединяет, связь чувствуется без слов. В том, как они смотрят друг на друга, есть что-то особенное, их взаимная защита и забота говорят больше, чем просто слово. Как будто их связь говорит сама за себя, давая понять, что их связывает нечто настоящее, несмотря на любые сомнения, которые могут посеять другие. Часто люди, видящие их, пытаются объяснить происходящее между ними, говоря, что это просто дружба или что все это часть сценария, разработанного для фанатов. Однако разница кроется в деталях. Спонтанные жесты, необъяснимые взгляды и естественность их поведения – все это нелегко подделать. Когда они вместе, не похоже, чтобы они пытались кого-то впечатлить. Вместо этого это воспринимается как нечто личное, почти интимное, что остается даже под прицелом камер или в окружении тысяч людей. Часто приводимый пример красный и синий цвета. Тэхён и Чонгук несколько раз носили их вместе, как в костюмах, так и в аксессуарах. На первый взгляд это может показаться совпадением, но в контексте того, что они символизируют, их значения различны. Однажды, посетив гадалку, они услышали, что один из них символизирует огонь, а другой – воду, это сравнение не случайно. Красный ассоциируется с огнем и страстью, а синий – с водой и спокойствием. Они действительно являются противоположными стихиями, но в сочетании достигают равновесия. Эта двойственность также описывает их взаимодействие в паре, разные по характеру, но дополняющие друг друга. Если внимательно присмотреться к их общей истории, то станет понятно, что с Тэхёном ничто не кажется импровизацией, каждое взаимодействие имеет особое значение не потому, что запланировано, а потому, что отражает то, что существует между ними. Такой способ общения без необходимости говорить как раз и подчеркивает идею глубокой связи. Одни считают это фан-сервисом, другие же явно верят, что их связь выходит за рамки экрана. Самое захватывающее – это то, как они понимают друг друга без слов. Неважно, на сцене они, в интервью или в обычной жизни, взгляда достаточно, чтобы понять друг друга. Это молчаливое общение говорит о доверии, совместном времени и о связи, которая крепла с годами. Зачастую этот простой обмен взглядами оказывается более красноречивым, чем любой разговор. Эта открытость друг другу подпитывает ощущение, что их отношения выходят за рамки поверхностного. В истории Тхэкука каждая глава, кажется, укрепляет мысль о том, что их объединяет нечто, не требующее обозначений.
Для многих это самое яркое доказательство того, что их отношения реальны, связь, которая не пытается убедить, а раскрывает себя такой, какая она есть.